Всем привет! Решил подключить вот такую вот аналоговую камеру за 180-200 рублей с известной площадки к микроконтроллеру STM32. Разумеется, никаких цифровых интерфейсов здесь нет, поэтому подключать придется через аналоговый цифровой преобразователь. И, разумеется, решить задачу придется распознавание сигнала, выделение строчных кадровых импульсов, преобразование сигнала изображения аналогового в цифровой вид для вывода, соответственно, на дисплей построчный. Ну и попутно с этим, значит, решил следующую задачу, то есть задачу анализа телевизионного сигнала. Вот в данном случае на дисплеечке, ребята, подключенном к микроконтроллеру STM32 F407VET6, дисплейный модуль FSMC 16 бит 320 на 240. Что мы здесь вот видим? Возьму свой любимый крючочек. Что мы здесь видим? Вот эти вот первые две цифры 1 и 177 соответствуют минимальному и максимальному уровню напряжения по входу аналоговому, выраженному в цифровом 8-битном виде. 31 и 64. Что это такое? 31 это минимальное время импульсов, периода, точнее, назовем, синхронизирующего импульса. И 64 это максимальное время периода импульсов. 31, и какие это могут быть импульсы? Период кадровых импульсов, либо период уравновешивающих импульсов. А 64 это, соответственно, у нас длительность самой вот этой вот, ребята, строки изображения, которая формирует изображение. Вот изменяющаяся амплитуда вот этого сигнала, она задает амплитуду сигнал в конкретной точке строки изображения. 60 это у нас количество полей в секунду. У нас телевизионный формат имеет черезстрочную развертку, то есть сначала передаются четные строки кадра, потом нечетные, точнее наоборот, сначала нечетные кадры, потом четные. 242, здесь должно быть 242,5, это количество активных строк в каждом из вот этих вот полей. То есть, анализируя вот эти вот две цифры, какой мы можем сделать вывод? А вывод по времянке, так называемый, да? А вывод мы можем сделать такой, что в данном случае у нас передается с вероятностью 99% сигнал NTSC. Анализируя вот это осциллограмму сигнала, что мы можем здесь увидеть? Вот это вот, ребята, у нас не что иное, как так называемая цветовая вспышка. Цветовая вспышка, говоря языком стандартов наших, отечественных, это сигнал цветовой синхронизации. Он у нас как раз определяет именно, какой здесь у нас используется метод, стандарт, значит, кодирования цветовой информации. То есть по частоте этого сигнала, вот этой цветовой вспышки, и мы можем определить, что это у нас PAL сигнал передается в цветовом закодированном виде, либо NTSC. Соответственно, здесь у нас будет соответствующая фаза для PAL. Соответственно, мы будем узнавать, какая фаза, и использовать эту информацию для декодирования цвета. Пока я декодирование цвета не реализовал, время будет, значит, попробую реализовать. Соответственно, так, что у нас здесь еще? Ну, соответственно, если я буду вводить камеры, видите, ребят, на экране осциллограмм, естественно, сигнала будет, вот я ввожу камеры, и, соответственно, осциллограмма также сигнала меняется. То есть забавная штучка, да, для людей из категории «хочу все знать».
Вот. А теперь сейчас я пересоберу проект и посмотрим, как, значит, камера будет отображать. Это так называемый, ребят, режим отладки, грубо говоря, осциллограф-анализатор ТВ-сигнала. Конечно, условно все в кавычках, но, тем не менее, имеет право на жизнь. Видите, наглядно мы видим длительности все, размахи. То есть мы здесь из этой осциллограммы уже что можем увидеть? Уровень белого, уровень черного, вспышку, цветовую синхронизацию так называемую. Так, ну теперь я соберу проект в режиме, значит, основном режиме, в режиме вывода изображения с аналоговой камеры. В роли аналоговой камеры выступает вот эта вот камера, ребята, с камера заднего вида. Так, и вот у нас включилась камера. Вот этот вот ореол световой, это, ребята, у нас подсветка в виде диодов выполнена. И она, соответственно, так как камера заднего вида, то она, естественно, вносит некоторые засвечивания в изображение. Также вы видите разметку, да, вот когда для удобства движения задним ходом существуют линии разметки здесь. Это все сама камера передает изображение. Вот так вот. Все 60, значит, у нас полей успевает отрабатывать микроконтроллер. АЦП работает на одном канале. Естественно, используется сторожевой таймер АЦП, чтобы ловить синхронизирующие, захватывать синхронизирующие импульсы соответствующие, чтобы выделять строчные от кадровых, чтобы производить подсчет полей, выявлять количество активных, неактивных строк изображения, так называемых. Активные строки – это те, которые выводятся непосредственно на экран. Вот такая замечательная самоделка. Программка была быстро написанная. Осталось мне попытаться поработать с цветом. Не знаю, что из этого получится. Для этого надо будет привязываться к той самой, значит, цветовой вспышке и пытаться декодировать программным методом, значит, изображение. Захват здесь идет построчный, то есть не весь кадр целиком в изображение в память микроконтроллера, значит, запихивается, а построчно. То есть успевает прекрасно все это отрабатывать. Мы сейчас говорим, ребят, о черно-белом изображении, то здесь мы говорим только пока о таком понятии, как яркость. Цветность у нас пока еще не используется, поэтому декодер у нас пока только яркость декодирует и, соответственно, преобразует ее к формату удобному, неудобному, а тому, который требуется для вывода на дисплей. Ну вот такая вот штучка, дрючка. Когда код приглажу и наиграюсь с ним, то выложу на свой GitHub исходники, кому интересно будет ознакомиться. Вот такой видосик коротенький. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи, всего вам самого доброго.